Друзья, вас рад приветствовать на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей. В сегодняшнем видео самые популярные метчики по типу получаемой резьбы. В этом небольшом видео вы узнаете практически все существующие метчики и какую резьбу получают с помощью этого режущего инструмента. Поехали! Итак, как устроен метчик, давайте рассмотрим. Они все практически устроены одинаково, а именно каждый из таких метчиков имеет заборную часть, калибрующую часть, хвостовик, какой-то квадрат либо другое крепление. Все вот это заборная и калибрующая часть называется рабочая часть. Имеется угол конуса заборной части, он разный по длине и по самому углу. Также здесь есть сердцевина, режущее перо и канавка, через которую выбегает ваша стружка. Итак, первый представитель — это метрический метчик, наверное, один из самых популярных на наших предприятиях. Итак, метрический метчик предназначен для нарезания внутренней метрической резьбы с различным шагом в сквозных и глухих отверстиях. Обозначаются такие метчики буквенным обозначением М и измеряются в миллиметрах. Числа после него обозначают диаметр и шаг резьбы, к примеру, М6 на 1, то есть диаметр 6 резьбы с шагом 1. Размер угла резьбы метрических метчиков равен 60 градусов. Следующий метчик — дюймовый метчик. Вот так вот он выглядит в большинстве своем. Дюймовый метчик — это специализированный инструмент для нарезания резьбы в дюймовых стандартах. Унифицированная с крупным шагом, унифицированная с мелким шагом, особо мелкая резьба. То есть зависит от обозначения, внимательно его читайте. Данные метчики изготавливаются по американскому стандарту, часто встречаются на зарубежном оборудовании. Диаметр метчика обозначается в дюймах. Шаг обозначает число витков на 1 дюйм. Имеет такой же угол резьбы 60 градусов, как у метрических метчиков, но между собой они несовместимы, запомните это. Дальше идет гаечный метчик. Вот так вот он выглядит. Гаечный метчик — разновидность метчиков, которые предназначены исключительно для нарезания резьбы на гайках. Имеет длинную хвостовую часть, которая служит для нанизывания гаек, что является их особенностью. Как только будет нарезана резьба в определенном количестве гаек, метчик извлекается из патрона станка для извлечения всей серии готовых деталей. Это делается, этим даже я занимался сам, когда работал на практике на одном из предприятий. Далее у нас трубный метчик. Трубные метчики маркируются буквой G, применяются для нарезания трубной резьбы в глухих и сквозных отверстиях в диапазоне от 1/8 дюйма до 2 дюймов. Производятся в ручном и машинно-ручном исполнении. Подходят для нарезания резьбы в системах водоснабжения, гидравлики, двигателях, в изделиях из легированной стали и цветных металлов. Угол резьбы у трубного метчика составляет 55 градусов. Далее у нас на очереди конический метчик. Вот так вот он выглядит. Конические метчики предназначены для нарезания конической резьбы, имеют маркировку К, что означает конические метрические, РРЦ, конические трубные. Отличаются от других метчиков удлиненной заборной начальной резьбовой, постепенно переходящей в полную резьбу частью. Вот видите, здесь такая удлиненная, да? Применяются для резьбовых соединений водяных, топливных, масляных, воздушных трубопроводов, машин и станков. Дальше у нас идет шахматный метчик. Вот так вот он интересно. Видите, какая у него режущая часть. В шахматном метчике благодаря такому расположению зубьев, то есть через зуб, уменьшается контакт рабочей части метчика с обрабатываемой поверхностью, за счет чего снижается сила трения и предотвращаются заклинивания витков в процессе нарезания резьбы. Именно эти свойства метчика позволяют использовать их для нарезания резьбы в вязких сплавах, таких как алюминий, титан и нержавеющая сталь. Кстати, часто спрашивают, как же
нарезать резьбу в нержавеющей стали очень просто. Используйте шахматный мечик. Далее мечик-раскатник. Вот такой вот интересный. Как вы заметили, он характерно отличается от всех тех, которые мы сегодня с вами рассматривали. Главное, чем отличается мечик-раскатник от обычного мечика, это получаемая резьба методом деформации материала или накатывания без образования стружки. Раскатники, как правило, используются для получения резьбы в цветных металлах и мягких сталях. Медь, алюминий, латунь, сплавы из бронзы и свинца, низкоуглеродистые стали. Резьба, получаемая таким методом, получается более плотная и прочная, так как материал в месте накатывания уплотняется, становится более твердым и износоустойчивым. Производительность мечиков в 1,5 раза выше по сравнению с традиционным методом с образованием стружки резанием. Но технология требует обязательного использования смазочных технологических жидкостей и достаточно мощного оборудования, чтобы проворачивать данный режущий инструмент. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и не забывайте делиться с другом данным видео. Всем добра. Пока-пока.